Привет, дорогие друзья, с вами Лада, и этот органайзер мы плели на прямых трансляциях совсем недавно. Ссылки все оставляю в описании и вот здесь в подсказках. И также на трансляции я показывала, как я креплю перегородку новым способом для меня, и мне он очень понравился, и были желающие, чтобы я сняла отдельное видео, показала более наглядно, более понятно, как я это делаю. Такой способ я вычитала в одной группе по плетению из газет. Мне он очень понравился тем, что мне показался он довольно легким, не надо возиться с клеем, не надо возиться с дополнительными трубочками вплетания перегородки в органайзер. И, в общем, попробовав, я поняла, что этот способ для меня очень подходит, и делюсь им с вами, и я надеюсь, что кому-то он пригодится. Не настаиваю на то, чтобы все пользовались этим способом, потому как он может быть на любителя, но тем не менее, если кому-то понравится, я буду очень-очень рада. Итак, первое, что я делаю, это грунтую перегородку. Для грунтовки я использую клей ПВА вот этой фирмы и воду. Смешиваю в пропорциях 1 к 4, так как ПВА здесь очень-очень густой, поэтому беру 4 части воды на 1 часть клея. И аккуратненько начинаю прогрунтовывать перегородку. Так как у меня трубочки были обработаны пропиткой, то грунтовка не совсем хорошо впитывается, видите, капельками на поверхности остается. Но в этом нет ничего страшного. Вот этой кисточкой я наношу эту грунтовку, а следующей кисточкой я ее буду втирать очень аккуратненько. Вот такая у меня есть вторая кисточка. Здесь ворс более плотный, более густой, и хорошо очень грунтовка втирается в такие трубочки. Для чего я грунтую таким способом? Для того, чтобы придать перегородке жесткость, чтобы она не была гибкой. Я использую такую грунтовку, мне она нравится. Она со временем не липнет, она со временем не становится мягкой, такая вещь, прогрунтованная именно этим способом. Но здесь нужно очень хорошие клей ПВА брать, иначе могут быть неприятные сюрпризы. Вот видите, ПВА с водой, вот эта грунтовка, она очень хорошо впитывается в трубочки, и никаких капелек на поверхности не остается. Там, где у нас край у перегородки просто срезан, то есть трубочки мы не прятали, я здесь промазываю чистым ПВА, для того, чтобы тут все очень хорошо держалось, чтобы трубочки у нас не выпадали. Ну, в принципе, если у вас плетение плотное, то это все по умолчанию будет очень хорошо держаться. Но если оно у вас рыхлое, то я советую вот таким вот способом промазать это все дело. Тогда вы точно будете уверены, что у вас ничего не выскочит и все будет плотно, прочно зафиксировано. Хочу добавить, что грунтую я таким способом ПВА с водой не все изделия, только некоторые или части изделий, где хочу, чтобы они были очень жесткие, очень плотные и не гибкие. После того, как мы это все прогрунтовали, я оставляю подсушиться буквально минут на 20, чтобы лишняя влага сверху испарилась. И затем это все отправляю под пресс, в лучшем случае на сутки. Если у вас не хватает времени, то хотя бы часов на 12. Таким образом, перегородка не будет коробиться. Итак, прошло достаточно времени с момента того, как мы перегородку положили под пресс. Она полностью высохла под прессом. Это очень важно, именно чтобы она под прессом высохла полностью. Таким образом, впоследствии она не будет коробиться. Сейчас мы ее примеряем в наш органайзер, в то место, куда планируем ее закрепить. Вот приблизительно здесь. И вот это у нас стойки органайзера, именно к ним я креплю перегородку методом пришивания. Фиксирую одну сторону перегородки, прищепками можно. Я делаю это для того, чтобы перегородка не моталась из стороны в сторону, когда я буду пришивать именно этот участок. Предварительно саму перегородку можно проклеить снизу и по бокам, но я этого делать не буду, я ее буду сразу пришивать. Мне кажется, что такой способ тоже достаточно прочный. Пришивать перегородку можно любыми прочными нитками, которые подходят или приблизительно подходят под цвет самого плетеного изделия, по крайней мере не выделяются от него. Можно взять мононить, можно взять капроновую нить. Я таких ниток не нашла, у меня обычная нитка для шитья, сложила ее вдвое для того, чтобы было более-менее прочно. На конце вот такая вот петелька образовалась, и она мне нужна для фиксирования этой нитки
в самом вот этом изделии. Специально для видео я взяла нитки более контрастного цвета, чтобы видны были все мои манипуляции на изделии. По крайней мере, я постараюсь, чтобы все было видно четко. Определилась я, что к этой стойке органайзера буду пришивать перегородку. И на уровне где-то второго ряда продеваю иголку вовнутрь с правой стороны самой стойки. А здесь вовне оставляю лишь небольшой кончик с петелькой. Далее в самой перегородке я продеваю иголку на уровне второго ряда снизу. Получается, как бы охватываю крайнюю стойку перегородки. Все это выглядит следующим образом. И с обратной стороны продеваю иголку вовне, также на уровне второго ряда, но уже с обратной стороны стойки, то есть с левой стороны стойки. Продеваю иголку в петельку, фиксирую нитку. Очень хорошо затягиваю. И обратно продеваю иголку с правой стороны стойки на уровне второго ряда. Стежок у меня прячется в плетении. А с этой стороны перегородки я продеваю иголку на уровне третьего ряда. Вывожу нитку на другую сторону. И вывожу иголку также вовне на уровне третьего ряда. Вывелась она у меня с левой стороны стойки. И ввожу обратно на уровне третьего ряда с правой стороны стойки. Это мы пришили третий ряд. Теперь продеваем нитку на уровне четвертого ряда в перегородку. Выводим на другую сторону и на уровне того же четвертого ряда продеваем иголку вовне с левой стороны стойки органайзера. С правой стороны стойки на уровне четвертого ряда продеваем иголку вовнутрь. Таким образом, у нас на лицевой стороне не видно никаких стежков, они все будут прятаться в плетении. Даже если, мне кажется, контрастными нитками все прошить, то будет видно минимально. Это был четвертый ряд. Теперь на уровне пятого ряда продеваем иголку. Выводим на другую сторону и также на уровне пятого ряда продеваем иголку вовне органайзера с левой стороны стойки. А с правой стороны стойки обратно ее продеваем вовнутрь. И так далее до конца. Каждый ряд мы затягиваем, но так как я тут на камеру не очень удобно, поэтому, когда уже буду пришивать не очень заметными нитками, я уже все по правилам все сделаю. Но подтягивать нужно обязательно для того, чтобы закрепилось у нас все. Каждый раз, когда мы продеваем иголку с этой внутренней стороны в перегородке, мы делаем это на ряд выше. То есть был пятый, стал шестой. И также в шестой ряд с обратной стороны продеваем иголку вовне. И с другой стороны снова внутрь. С другой стороны стойки органайзера. Был шестой ряд, теперь в седьмой ряд продеваем иголку, то есть тоже на ряд выше. Здесь также на ряд выше продеваем вовне.
и так далее до конца. У нас получается следующий вид. С внутренней стороны перегородки у нас получается вот так. С внешней стороны перегородки вот так. Если вы будете пришивать менее контрастными нитками под цвет самого органайзера, то этих стежков видно совсем не будет. И с лицевой стороны органайзера все выглядит именно так. Я специально контрастными нитками пришиваю, чтобы вы видели сами стежки, как они идут. Если будете пришивать не контрастными нитками, еще раз повторю, этих стежков видно совсем не будет. Сейчас заканчиваем пришивание. Покажу, как это делаю я. Итак, вывела на внешнюю сторону органайзера с левой стороны стойки, с правой стороны ввожу снова вовнутрь. Так. На ряд выше продеваю в саму перегородку. Так, очень хорошо затягиваю. Здесь оставляю петельку. Также здесь на ряд выше продеваю вовне. Здесь оставила петельку. Вовнутрь. И в саму петельку продеваю иголку, затягиваю нитку. И так я повторяю несколько раз, пока все у нас не затянется хорошо. Вставляю петельку, прячу. Можно перегородку и в петельку. И также затянуть. И так несколько раз. Узелок я потом смазываю суперклеем, и все очень хорошо держится. Но я показываю свой способ закрепления нитки, вы можете найти свой более оптимальный способ, более удобный для вас вариант. Вот я показываю окончательный вариант того, что получилось. Перегородку я пришила со всех 3 сторон, ничего нигде не видно, ниточки очень хорошо спрятались в плетение. Это просто для меня идеальный вариант, потому как раньше я старалась приклеивать это все, но слишком много возни с клеем я не люблю. А этот вариант прям самый-самый оптимальный и очень классный. Я очень надеюсь, что это видео вам пригодится. Может быть, вы что-то возьмете себе на заметку. Может быть, вы попробуете этот способ, он тоже вам понравится. Пишите обязательно в комментариях ваше мнение. Как вы крепите перегородки, тоже будет очень интересно почитать. Может быть, у кого-то есть какие-то оригинальные идеи и способы. Будет очень интересно узнать об этом. Также пишите свои отзывы, может быть, вопросы, которые будут. И ставьте большие пальчики вверх за мои старания. Подписывайтесь на канал. Желаю вам вдохновения, легкого плетения. Увидимся очень скоро в следующем видео и трансляциях. Пока-пока!